Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня на обзоре реле переключения фаз PF63A от компании Росток Электро. Реле переключения фаз нужно там, где есть трехфазный ввод, но основное оборудование однофазное. Это котлы, насосы, сигнализация, автоматика, освещение и прочие важные однофазные потребители. При скачке или пропадании напряжения на одной фазе реле переключает нагрузку на другую фазу, где питание в норме. В результате техника продолжает работать, и нам не нужно вручную переключать оборудование на другую фазу. Реле работает с напряжениями до 400 вольт. К тому же реле обеспечивает защиту от перенапряжения и пониженного напряжения. При этом скорость срабатывания реле одной из самых быстрых по России – 0,02 секунды. Если вам интересны ролики про домашнюю автоматику, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Как это работает? Реле следит за тремя фазами одновременно. Как только напряжение на текущей фазе выходит за пределы нормы, оно автоматически переключает питание на другую фазу, ту, где напряжение стабильное. Как только напряжение на основной фазе восстановится, реле сможет вернуться обратно, если это предусмотрено настройками. Это особенно важно, когда нужно обеспечить непрерывную работу оборудования, насоса, охранной системы или газового котла. Классическая ситуация. Частный дом с трехфазным вводом, но в нем газовый котел, который питается от однофазного напряжения. Именно тут реле переключения фаз позволяет сохранить отопление и горячее водоснабжение при проблемах с напряжением. В небольших мастерских или магазинах, где есть автоматика, видеонаблюдение, терминалы, холодильники, реле защищает от простоев и сбоев. Если вдруг одна фаза просела или пропала, все это оборудование продолжает работать на другой фазе. Особенно это актуально в старых электрических сетях, где электроснабжение нестабильное. Это полезно, когда на объекте нет дежурного электрика, и оперативно вручную переключить оборудование на другую фазу проблематично. Давайте посмотрим, как работает прибор. Включаем прибор. Он анализирует напряжение по каждой фазе и показывает действующее напряжение на дисплее. Через время, заданное в настройках, напряжение подается на выход. Подключение происходит на приоритетную фазу, заданную в настройках, если значение на ней находится в установленном диапазоне. В нашем случае это первая фаза. В какой фазе подключена нагрузка, отображается этими индикаторами. Первая фаза у меня подключена через лабораторный автотрансформатор. Поднимая напряжение на первой фазе, как видите, нагрузка подключилась ко второй фазе, а на первой фазе мигает напряжение, что означает, что напряжение на ней выходит за установленный диапазон. Если же на второй фазе напряжение выйдет за пределы защищаемого диапазона, то реле подключит третью фазу. Если же на всех фазах напряжение выйдет за защищаемые пределы, то нагрузка отключится. Я уменьшаю напряжение на первой фазе. Напряжение перестало мигать. Реле отсчитывает задержку и включает первую фазу. Сейчас опускаю напряжение на первой фазе. Реле опять переключило нагрузку на вторую фазу. Возвращаю напряжение на первой фазе. Реле опять подключает нагрузку в первой фазе. В настройках можно задать приоритетной и другую фазу, например, вторую. Как это сделать, поговорим позже. Реле поставляется в такой красивой упаковке.
Основные характеристики реле можно прочитать на ней. Открываем. Сверху паспорт прибору. В нем все описано подробно. Полиграфия очень приятная. Но после этого ролика вы разберетесь, как работать с этим реле и без этой инструкции. Вытаскиваем. Корпус реле аккуратный. Все надписи сделаны лазерной гравировкой, так что не сотрутся. Все стыки плотно подогнаны. Ничего не скрипит. Реле устанавливается на DIN-рейку и занимает 6 посадочных мест. Реле устанавливается в местах, не подверженных воздействию влаги и агрессивных сред. Корректная работа обеспечена при температурах от минус 25 до 50 градусов и влажности до 80%. Сверху подключаются 3 фазы и 0. Снизу подключается нагрузка. 0 нагрузки подключается к клемме N. Фаза нагрузки подключается к любой из этих 3 клемм. Для предварительной настройки данного реле не обязательно подключать его в трехфазную цепь. Достаточно подать напряжение 220 вольт на нулевую и любую фазную клеммы, что я и сделал. У этого реле защита по верхнему пределу напряжения 0,02 секунды, защита по нижнему пределу двухступенчатая. Если просадка напряжения выше 120 вольт, то нагрузка отключится через время, заданное настройками. Если менее 120 вольт, то через 0,02 секунды. Остальные характеристики реле вы можете увидеть на слайде. Остановите видео и ознакомьтесь с ними более тщательно. Длительным удержанием кнопки T мы можем выключить нагрузку. Индикатор гаснет и отображается Out-Off. Опять удерживаем клавишу T. Реле анализирует сеть и затем включает нагрузку. Кнопкой S входим в меню и переключаем параметры. Кнопками вверх-вниз осуществляем регулировки. Нажимаем кнопку S, входим в меню. Вначале мы можем настроить верхний уровень защиты по напряжению. Далее нижний уровень защиты по напряжению. Далее настраиваем гистерезис. Это разница напряжения выключения и включения реле. Он настраивается отдельно по верхнему пределу и по нижнему пределу. Далее выбираем приоритетную фазу, одну из 3. По умолчанию стоит первая фаза. Мы можем выбрать вторую фазу или третью фазу, или вообще выключить. Тогда при переключении на другую фазу реле будет оставаться на ней до следующей аварийной ситуации. Затем время задержки включения. Задержка регулируется от 5 до 600 секунд, шагом 5 секунд. Я ее обычно устанавливаю 30 секунд. Но если есть приборы с компрессорами, такие как холодильники или кондиционеры, то ставлю 300 секунд. Затем время возвращения на приоритетную фазу. По умолчанию 15 секунд. Я его оставляю. Далее задержка выключения по нижнему диапазону, если оно не упало ниже 120 вольт. Оно регулируется от 1 до 10 секунд. Я оставляю 1 секунду. Далее настраивается яркость экрана. Я оставляю как есть. Далее включается автоматическая блокировка кнопок после настройки реле. Включаем, выключаем. Отключить блокировку кнопок в этом режиме можно длительным удержанием кнопки T. Далее отображается внутренняя температура. И последний пункт – сброс на заводские настройки. Данное реле можно применить для любых трехфазных щитов с целью обеспечения непрерывного питания и защиты ответственного однофазного оборудования. Установка и подключение данного реле довольно простое,
также не вызывая сложностей и настройка прибора. Как работает реле на практике, я показал в экспериментах с использованием лабораторного автотрансформатора. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Расскажите, как вы использовали подобное реле у себя на практике. Ссылку на магазин, где я заказывал это реле, я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, для кого данная тема актуальна. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.